Друзья, здравствуйте, с вами снова Optical Club. Подписываемся, ставим лайки, все у нас как обычно. В первой части мы рассказывали о предназначении жгутов. В данной части мы расскажем о их способе наложения. Это для тех людей, которые любят в комментариях, сидя на диване, писать всякую ерунду. Итак, поехали. Итак, на себе я продемонстрирую способы наложения жгутов. Соответственно, при отрыве вашей ступни, либо ранения в нижнюю часть голени, где-то примерно на середину накладываем жгут. Тем самым перекрываем кровотечение. Все остальное здесь у нас не забываем, что нижняя часть бедра, на ней находится седалищный нерв. Соответственно, его нежелательно пережимать, чтобы не было адской боли, и потом вы не перестали чувствовать ногу. Соответственно, накладывание жгута осуществляется примерно где-то посередине, для того, чтобы обеспечить остановку кровотечения вот в этой средней части бедра. Также продолжим. При ранении у нас в верхнюю часть бедра жгут накладывается как можно выше. Почему? Бедренная артерия исходит у нас со стороны паха по внутреннему контуру и переходит в середину. Давление данной артерии позволяет при первом разрыве выплеснуть кровь примерно на 8 метров. У вас есть от 15 до 30 секунд, чтобы наложить как можно выше жгут, затянуть его и прекратить поступание крови. Так, при отрыве кисти или ранение нижней части предплечья, жгут у нас накладывается примерно на середину. Нельзя накладывать на верхнюю часть жгут или также на нижнюю часть предплечья, потому что здесь проходит лучевой нерв, что, соответственно, категорически будет сказываться на вашем, так сказать, дальнейшем здоровье. При ранении плечевого, так сказать, сустава в нижнюю часть, в локоть и так далее, жгут накладывается примерно на середину плеча. Так, в данном случае вам представлено пережим, так сказать, способ наложения жгута на подмышечную артерию. Как видите, подмышечная артерия у нас выходит со стороны подмышки, дальше идет в руку. Здесь в данном случае пережата артерия, на нее наложено какое-либо что-то типа валика для того, чтобы останавливать также кровь. В данном случае представлен у вас способ наложения жгута на сонную артерию. Вам нужно взять какое-либо что-то типа марли, там, валика какого-либо, наложить, соответственно, на артерию и на пробитую артерию и наложить жгут через руку, дабы уменьшить, так сказать, сдавливание, чтобы не задушить представителя с ранениями. Мы вот таким способом накладываем жгут. Не забываем, что у нас есть подключичная артерия. Вот в данном случае она проходит у нас здесь. Ее можно сначала пережать пальцами, и дальше мы наложим способ наложения жгута. Итак, вот так вот у нас таким вот способом накладывается жгут при ранении в подключительную артерию. Как можно максимально руки отводятся назад, и в местах локтей накладывается какая-то либо давящая повязка, либо жгут. Вот таким вот способом останавливаем кровотечение. Давайте вспомним, у нас еще есть способы наложения давящей повязки, если у вас каким-то макаром отсутствует жгут. В данном случае мы наложили жгут, но тут можно применить давящую повязку. Если у вас происходит отрыв ступни или ранение в нижнюю часть голени, то нужно вложить что-либо, либо магазин, либо какой-нибудь валик под коленный сустав. Там у нас проходит пучок, в котором идут, соответственно, вены, артерии и так далее. Пережимаем ее таким способом, максимально натягиваем изгиб, так сказать, ноги. После чего накладываем давящую повязку. Кровь останавливается. В данном случае мы наложили валик на изгиб бедра, где останавливаем, так сказать, поток кровотечения в бедренной артерии. После чего максимально нога сжимается и накладывается давящая повязка. Представляем наложение давящей повязки с участием магазина при ранении в нижнюю часть предплечья, кисти и так далее. Наложили, засунули магазин, так сказать, изгиб натянули давящей повязкой максимально руку. В данном случае кровь остановлена. И мы вам рассказали действия в полевых условиях. Это вы не должны делать в больнице там, и так далее. Это вам для общего развития. Вот. Нам в данном случае это очень помогает. Писать там, сидеть в комментариях, сидя на диване, это все очень хорошо. Но когда ты находишься в окопе и выполняешь задачи, то немножко по-другому все видится, и немножко по-другому ты начинаешь думать. Итак, мы просмотрели способы наложения жгута. Есть также способы остановки кровотечения прижиманием артерии.
Возможно, это будет в следующем выпуске, но лучше посмотрите это в интернете, пусть вам врачи расскажут об этом лучше. И мы вспомним тот момент, что вот он наш, так сказать, стандартный жгут, длинный, вот, мобильный, и его можно применять в различных ситуациях, в каких турникет не поможет вам, так сказать, остановить кровотечение. Поэтому лучше имейте обычный совдеповский жгут. Спасибо за внимание. Ждем ваших комментариев. Сейчас Валик нахуй вспомнил, бля.